Самые дебильные аргументы, которые мне приходилось слышать, это «он мне мешает спать», «он уже старый», «мой кот не ест 3 дня и его тошнит, пожалуйста, усыпите». Здравствуйте, я Влад Дорожко, и я ветеринарный врач. Первый раз усыпил корову. Она по какой-то причине лежала, поработал, наверное, месяц я совсем. И старший доктор, который мной занимался, я еще только там осваивался, он говорит: я пойду за трактором, вот тебе нож, постой, посмотри за ней, и если она начнет умирать, то перережь ей горло. Вот. И, короче, она начала умирать. В таких глазах, естественно, оно проецируется: пожалуйста, не мучайте меня, я больше от этой жизни ничего не хочу. Ну, было первый раз тяжело, но это специфика работы на самом деле. Вот, я был к этому готов полностью. Убийцей я себя не чувствую ни в коем случае. Это лучшее, что можно для них сделать в этот момент. Животное не мучается абсолютно, когда его усыпляют, потому что это проходит, во-первых, крайне быстро, во-вторых, есть специальные препараты. Они очень эффективные, то есть, по сути, это и наркоз, и есть препараты, которые останавливают сердце и дыхание. Вводится животное в глубокий наркоз, делается даже передозировка, как минимум 3-кратная доза наркоза, и вводится специальный препарат, который останавливает сердце и дыхание. Животное просто закрывает глаза и больше ничего не чувствует. Гуманная эвтаназия предназначена для тех животных, которых невозможно спасти. Каждое животное индивидуально, и оно по характеру каждое разное. Есть, которые тебе там руки отгрызут, а есть, которые там смотрят на тебя и смотрят и такие: ну, делай, что надо, типа, мы тебе доверяем. Человек может сказать, где у него болит, животное тебе не сможет сказать, что его беспокоит. В этом есть свои сложности, и это добавляет очень большой интерес к своей работе. То есть, по сути, это загадки. Оно приходит к тебе, оно, во-первых, испытывает очень сильный стресс, его трогаешь, то, что ему не нравится большинству животных. Делаешь уколы. С каждой манипуляцией они по нарастающей, то есть некомфортности, по степени некомфортности для животного. Самые классические ошибки, которые совершают владельцы животных, это думают, что это то же самое, как и человек, и начинают кормить всем, что кушают сами. Бывает, что из-за отсутствия вакцинации это приводит к тяжелым последствиям, и иногда животное может умереть. Те люди, которые к своему животному относятся наплевательски, они просто не ходят в клинику, и мы их просто не видим. Ну, когда владельцы приносят свое животное для эвтаназии, в таких случаях, если ты проводишь, естественно, осмотр, и ты видишь, что этому животному оно ни в коем случае не подлежит гуманной эвтаназии, ты всегда пытаешься сказать владельцу, что это неправильный поступок с его стороны. Если это не тяжело больное животное, и я вижу, что ему можно помочь, я отказываю в этой процедуре, и я не имею просто морального права проводить эту процедуру. Последние случаи — это был кот с хронической почечной недостаточностью. Кот был в достаточно преклонном возрасте, животное не кушало уже неделю, оно практически не передвигалось, постоянно были позывы на рвоту, то есть, по сути, животное, оно мучилось, оно было в состоянии очень сильной интоксикации. Такое животное, по сути, его никогда не приводят, его приносят, просто ложат тебе на стол, ты смотришь ему в глазах, а в этих глазах просто белое стекло, по сути, ты там ничего в них не видишь. Животное хотело бы, чтобы владелец все-таки присутствовал, потому что он посвятил всю свою жизнь этому своему другу, хозяину. И ему было бы гораздо спокойнее, что в последний момент все-таки с ним находится его любящий друг. То же самое, как и у людей, когда пожилой дедушка или бабушка
находится в очень тяжелом состоянии, он всегда собирает вокруг себя свою семью, если она у него есть, своих близких друзей, внуков, детей. И они его, по сути, провожают в последний путь. И чем животные отличаются от человека? Я думаю, что животное тоже хотело бы, чтобы владелец все-таки присутствовал. На самом деле, помнишь большинство своих животных, которых ты усыплял? Я обратил внимание, что все коровы, они пускают слезу и плачут. Ветеринары, они, мне кажется, одни из самых чувствительных людей. На следующее утро обычно это просыпание в полной тишине, хождение, по сути, с одной комнаты в другую и полная изоляция от всего, чтобы по возможности даже никакие телефонные разговоры не хотелось бы. Смотришь просто в стену, можешь. Иногда, как задумаешься о чем-то, может пройти и час, и полтора, и потом, что вообще происходило только что эти 1,5 часа. Бездомных животных достаточно большое количество. Каждому найти хозяина, естественно, невозможно. Профилактировать то, чтобы не было бродяжных животных, да, это стоит делать. Организовывать какие-то специальные приюты для постоянного содержания животного. Есть приюты, которые занимаются временным содержанием животных, там содержатся, к примеру, неделю, ну и далее, естественно, их усыпляют, потому что они никому не нужны. К такому виду усыпления я отношусь негативно. Возможно, стоит как-то государству поучаствовать в содержании этих приютов, постройке этих приютов. Вот. Но в первую очередь тут надо начать с профилактики. То есть грамотной стерилизации, с последующим содержанием животных до их полного клинического выздоровления и снятия швов. То есть нужно убедиться, что у животного ничего не болит, провести снятие швов и, возможно, выпускать их на улицу или заниматься пристройкой. Зачем его высыплять, если можно обратиться к волонтеру или к организации специальной? Их сейчас достаточно много. Кто мы такие, чтобы решать за кого-то чью-то судьбу, по сути?